Есть телефон или планшет на андроиде? Прими участие в бета-тестировании официального бесплатного приложения от Вспышки. Ничего сложного, заходи на Вспышка Клаб, устанавливай приложение и помоги нам стать лучше. Привет, дорогие друзья, с вами Сергей Вспышка. Сегодня мы поговорим о песочнице и в частности об артиллерии. Для начала, если вы не в курсе, я расскажу вам о тех изменениях, которые произошли с артой, а потом мы поговорим про частности, как же она играется в этой самой песочнице. Начнем с того, что всем артам порезали урон. И порезали бронепробиваемость. Теперь бронепробиваемость равна 1/10 от калибра, ну а урон имеет следующие цифры. 1250 у Т-92, у Ганкерриджа 1200, 1100 у ГВЕ, у Бачата 700, скромные такие 700, и у 261 900 среднего урона. Что должен вам сказать по этому поводу? Не ваншотит. И здесь уже радость, аплодисменты. Ура, ура, не ваншотит, наконец-то. Шапки летят вверх. Но дебафает. Что такое дебафает? Ой, очень страшно, наверное. Ну, давайте обо всем по порядку. Дебаф связан с сплэшом. Сплэш здесь увеличен. Сплэш теперь 11 метров у 261, по 15 метров у Т-92 и Ганкерриджа, 14 метров сплэш у ГВЕ, у Бочтильона. 9 метров! 9 метров сплэш даже у Бочтильона. И это радиус. Соответственно, умножайте на 2 и получите диаметр. У Т-92 и Ганкерриджа сразу ни хрена себе какой диаметр. Да, большие, ребят. На вопрос, как он работает. Работает достаточно просто. Снаряд летит в землю. Точки попадания там вылетает типа максимальный урон. Но, конечно же, если вы попали в танк, то в зависимости от толщины брони этот урон резко режется. Если вы попали в самую незащищенную часть, то, скорее всего, вы нанесете половину фугасного урона. Можете получить такой какой-то шанс нанести половину этого урона. Но этот шанс достаточно мал. Если вы попали в толстого противника типа Мауса, то вы можете нанести ему херню какую-то. В частности, вот берем Бачата, кидаем в Мауса и наносим на 700 урона всего лишь 85. Или 80 урона из 700. Что-то вот сейчас уже восторг такой должен поутихнуть. Да, ребята, это действительно так. Здесь есть явные лидеры и явные аутсайдеры. Явный лидер является 261 объект, и это мы уже переходим к частности, которые за счет своей перезарядки 28 секунд, а перезарядку никому из арт не меняли, и повышение комфортности стрельбы за счет стабилизации движения, ну то есть теперь движение внутри траверса, горизонтальное перемещение прицела, не вызывает попоболи и разлет у артиллериста, а случается достаточно точное перемещение прицела вслед за движущимся противником, который сейчас часто светится, постоянно практически есть цели. Это тоже такой плюс для артиллериста. Раньше на некоторых картах в принципе не было целей, в кого можно пострелять. Но вот в свободной зоне, где можно там прицелиться, повести цель, там один противник, который светится раз в 3 минуты. Сейчас ситуация изменилась, сейчас целей много, и сейчас нужно реально выбирать, в кого ты стреляешь. Одновременно с этим ты должен понимать, что у тебя появляется фугас достаточно слабый, который может задебафать кого-то и одновременно с этим нанести урон. Должен сказать, что дебафать неинтересно. Вот лично мне дебафать неинтересно, я не чувствую какого-то влияния, сразу командной игры, сразу все набросились на этого дебафанного и убили, такого нет. Есть эффект, который заставляет этот танк отступить немного назад. В плане того, что я полезный, я заставил танк отступить, ну, пока этого ощущения нету, пока меня никто визуально не хвалит, типа на экране, вау, ты заставил танк отступить, такого нет. Есть желание наносить определенный урон, хотя бы какой-то, и на 261-м это получается делать более стабильно за счет высокой точности этой арты и низкой перезарядки. Что касается Т-92 и Ганкерриджа, почему я их поставил на второе место? Потому что за счет сплэша большого, 30-метрового, и высокого урона фугаса, ну, максимального, да, среди других арт, давайте вот так, высоким его нельзя назвать, это максимальный просто урон, он может вывозить, и та, и другая машина может вывозить за выстрел, ну, где-то 600 урона, 700 при удачном стечении обстоятельств. И то, если вы попадете по троим.
Если вы стреляете в одиночную цель, то там смело этот урон делите на 3, от 900 до 1500, ну вот на 3 поделили, и получается там в среднем 400 урона вы можете нанести противнику, который является средне бронированной целью, не Маус, не Е100. И Маус Е100 получит там 250, может 300 урона получить за счет того, что у него очень хорошее бронирование. И, соответственно, там, вы снимете ему 1/10 хп, и он так почешется и поедет дальше. Тот же самый Т-62, к примеру, при желании может Маусу нанести такое же количество урона, но не за 1 минуту, не в минутку раз, а там каждые там, 5-6 секунд при желании. Соответственно, стрелять, целеполагание у этих всех машин, оно потихоньку начинает изменяться. Мне становится неинтересно стрелять в тяжело бронированные цели. Их можно задебафать, да. То есть эффект дебафа на них можно кинуть при прямом попадании, который будет висеть на них 20 секунд. Но каждый мой выстрел за счет достаточно большой перезарядки — это ценная хрень. И эту ценную хрень я лучше с кого-нибудь попробую поставить на гусеницы, нежели чем вот в этого светящегося как елка Мауса буду стрелять. Нет желания стрелять во всех супертяжей, есть желание стрелять во все СТ, в которые теперь попадать проще. Тем более тот же самый штурмовой средний танк, он вносит гораздо и урона тоже больше, вы должны это понимать. И они стараются там обойти фланги, прорвать. И сейчас с сокращением дистанции стрельбы повышается концентрация танков в отдельных зонах, откуда ведется урон. Соответственно, более выгоднее арте стрелять в эти точки. Не всегда получается, другой момент. Но если арта не стреляет в эти точки, а пытается вести какую-нибудь тяжу, то есть большой риск получить порванное направление справа-слева, плевать где. И на всем этом фоне очень нелепо смотрится батчат. 72 секунды перезарядки, то есть больше минуты. Очень низкий урон. Как я и говорил, если вы разрядитесь в Маус данным орудием, то, мама дорогая, 350 урона вам обеспечено, а вы заряжались-то 72 секунды. Очень жалко, правда, разряжаться вот в такие тяжело бронированные цели. А вот закинуть в какую-нибудь СТ-шку барабан, если, конечно, она стоит, то можно потенциально за один барабан вывести 1000 урона на бачате. Ну и то, как бы это очень большой фарт, что эта СТ-шка не стояла, не подчинилась, не уехала, не спряталась за домик, а вот она в чистом поле почему-то выехала и стояла, ждала, пока вы в нее будете стрелять, и вы в нее постреляли. Но вероятность этого очень мала. Крайне выгоден здесь становится, опять же, 261 объект, который за счет того, что у него 28 секунд перезарядки, начинает раздавать направо и налево. Я думаю, что в ближайшее время, если будут какие-то качественные характеристики меняться у арты, в первую очередь это коснется перезарядки для выведения всех цифр по урону. Да, я не говорю сейчас о там, уроне по сбитой гусенице или чего-то, по урону банальному, да, к единому, чтобы это все приводилось положению для всех арт, ибо иначе это все не выглядит сбалансировано. Вот в рамках просто этого класса. Говоря о дебаф-эффекте, давайте наконец-то коснемся его. Дебаф-эффект — это прикольная штука, если вы хотите действительно помочь команде. Там на том же батчате, кажется, вот есть 4 выстрела, я сейчас быстренько 4 задебафаю, и будет все классно. Но это не так. Потому как из-за небольшого урона дебаф кладется на небольшое время, и получается вы там раскидали по нескольким этот дебаф-эффект, в кого-то вы попали, в кого-то нет, на кого-то прошел эффект, на кого-то нет, и получается там дебаф-эффект от того же самого бачата, он очень быстро тает. Либо стоит фокусить одну цель и дебафать ее, но в таком случае не факт, что она будет доступна для ваших союзников, ибо если вы начинаете фокусить кого-то на арте, то этот парень обычно прячется и не дается сразу под ваших союзников. Но при этом, опять же, целеполагание немного изменилось в сторону слабо бронированных целей. Самые слабо бронированные здесь ЛТшки и арта при желании, там, сплэшовая арта, типа не точная, но сплэшовая, или наоборот, быстро заряжающаяся и точная арта, они прекрасно
справляются с ЛТшками, если ЛТ светится. Есть одно попадание, которое там за счет большого радиуса сплэша срывает гусли ЛТшки. Одновременно с этим проходит дебаф эффект, и ЛТшка становится в принципе недееспособной. И там один выстрел, два выстрела, и все, ее нету. А попасть по ней гораздо проще за счет снижения маневренности. Да, в патчноуте от 22 числа эффект этот был снижен. Соответственно, это такой ап всем быстрым танкам. На 25% снижен эффект от дебафа. Одновременно с этим до 30% снижения времени этого самого эффекта, потому как если прямое прилетало мне на ЛТшке от 2.61, меня дебаф настигал, простите, на 37 секунд, а на Т-90, на Т-49 это критично. Переходим дальше. Про те цели, в которые хочется стрелять, арте поговорили, про перезарядку поговорили, про комфортность стрельбы поговорили, про личное выживание. Личное выживание вот у этих арт, ну, в общем-то, с ним все в порядке. Теперь по ним, в принципе, и не хочется стрелять другим артам. Да, может Ганкеридж убить Батчата, выстрелив своим снарядом, если попадет рядом где-то сплэш, там просто закидает осколками этого Батчата и его порвет. Вопросов здесь нет. Удобно добивать арту там с 9 хп. Вот она уехала, тебе плевать, что она там пытается спастись, как-то уехать. Ты кидаешь на ход, ты рассчитываешь сплэш огромные на там 22 метра и добиваешь эти 9 хп какие-то несчастные у арты, либо просто прямым в нее попадаешь. Соответственно, выживание немного при засвете падает у арты. При этом должен сказать, что маневренность, пока вообще большие вопросы по маневренности по всем машинам. Не понимаю, с чем это было так связано, снижение поворота шасси у Батчата. 14 градусов сейчас. Если вы на максимальной скорости будете пытаться заложить какой-то поворот, удерживая W, о боже мой, что может произойти? Вы проедете, наверное, треть карты, и это будет ваш радиус разворота. Представляете? Такое ощущение, что вы везете какой-то груженый автопоезд, ведете и пытаетесь, вот, чтобы задняя часть этого автопоезда там не отвалилась где-то, и очень медленно вы крутите свою баранку. Но заметил такую особенность: если вы отпустите газ, будете продолжать удерживать поворот и нажмете на пробел, то фактически может Батчат сделать полицейский разворот. Быть может, это ему функцию добавили для того, чтобы он не чувствовал себя настолько неманевренным. Но как-то кавалерийские наскоки на этой машине абсолютно сейчас уничтожены, убиты, и зачастую ты в городе можешь в принципе не вписаться в поворот, приходится какие-то непонятные телодвижения делать, некомфортно. Насчет других арт вполне как ездили, так и ездят. Какой-то некомфортности я не чувствую, осталось все на прежнем уровне. Ну что ж, друзья, глобально, что мне нравится, что мне не нравится, ну, это будет мое исключительно личное мнение. Мне не очень нравится вот в рамках арты, что идет такой большой разброс по урону в минуту. Я не говорю про эти цифры, это все фигня, а не цифры. Они никогда не отображали реального урона на арте. Я говорю о фугасном уроне по разнобронированным целям. Мне не очень нравится, что целеполагание переключилось на средние и танки, и легкие танки, ибо артиллерия должна как раз, на мой взгляд, помогать работать против тяжей, но это там может получиться экономически невыгодно. Я не вижу, сколько секунд дебафа. Это немного напрягает. То есть ты не можешь оценить сам, насколько ты хорошо попал, что прошел этот дебаф. И вот эта рандомность, она немного смущает. А одновременно с этим хочется понимать, зачем вот такой маленькая скорость поворота шасси. Дайте, меньше градусов, но верните ходовую на место. Ибо все-таки бат и ходовая это какая-то фишка. Далее, почему два брата-близнеца настолько похожи? Т-92 и Ганкеридж, и в чем фишка тогда ГВЕ остается? Типа у него экран, и ему плевать на сплэш, ну окей, выживаемость. Но выживаемость арты это в принципе вопрос уже очень давно. Всегда ее снижали.
приезжает какая-нибудь ЛТшка и 2 выстрела в ГВЕ, 2 выстрела в Конкеридж, 2 выстрела в Т-92. Ну, плевать, во всех 2 выстрела, тогда как бы в чем фишка все равно ГВЕ. Непонятно. То есть вроде бы машина неплоха, но угол горизонтальной наводки 6 градусов, а Конкеридж 29, а здесь вообще 12. Ну и кому нужен ГВЕ? То есть зачем качать эту ветку, становится непонятно. 261 объект, несмотря на то, что его чуть-чуть сейчас подрезали, но он очень сильно выбивался, вы должны это понимать. И подрезали его во второй итерации песка. Ну, к чему это все приведет, непонятно. И сейчас, наверное, даже больше мы видим вопросов, нежели чем ответов. Получилось кое-что у ВГ, определенно точно получилось снять хейт от сквозных попаданий, пробитий. Определенно точно получилось сделать тяжей более смелыми в рамках этой игры за счет снижения урона. Ну и в принципе все классы такие теперь они немного осмелели. Мы больше видим целей, арту теперь не боятся. Но пока арта выглядит некоторые из его представителей достаточно беззубыми. В принципе, тогда возникает вопрос, зачем играть на том же самом батчате. Непонятно. Искать себе какие-то цели в бою, вдруг случайные. Не в этом работа саппорта. Работа саппорта сдерживать продвижение команды, на мой взгляд, и атаковать те цели, которые на переднем плане, да, у противника. Тех парней, которые выступают вперед, которые могут развить это. И отдельный, конечно же, вопрос это Team Damage и Team Splash. Сейчас это неудобно. Чем больше Splash, тем больше вероятность сбить своему же гусеницы. Тем больше вероятность закинуть в своего же оглушение. И лично мне это не нравится. Я не хочу глушить своих. И чтобы не оглушить своих, получается, я вынужден не стрелять в противника в этот момент. Либо дождаться, пока свой сдохнет, чтобы он там не захейтил, либо выбирать какие-то точки нестандартные для прицеливания. Кто-то скажет, типа, в этом должен быть скилл, ты должен выбирать точки нестандартные. Да я выберу точку эту нестандартную, я прицелюсь с нее, я выстрелю, я снесу там много хп противнику, но почему должен накладываться эффект оглушения на моего союзника? И здесь надо еще работать с этим эффектом оглушения. Мое видение таково. Если идет оглушение, ну, раз оно так названо, быть может, это а-ля звуковая волна. Звуковая волна, если распространяется и есть какое-то препятствие типа танка противника, то дальше этого препятствия она не залетает. Если эта логика будет сохранена, то я спокойно могу кидать за спину противнику, ему будет наноситься оглушение, ему будет наноситься урон, там даже моему союзнику пускай сбиваются гусли там осколками, если вдруг на них попало, да, условно, но оглушение не проходит. Вот с оглушением нужно еще, мне кажется, работать. Недостаточно явен этот эффект вот для самих посланцев этого эффекта арт-сау. Тяжело. Ну, а что вы хотели? Ну что, создать баланс непросто. Но здесь не будем никого хейтить, не будем никого агрить. Мы должны дать свою обратную связь. И в таком виде я ее даю. А вы пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Где вы со мной согласны, где вы со мной не согласны. Постарайтесь избежать крайностей. Я за крайности буду банить. Ну, всякие типа артохейтерские настроения. Вы знаете, я не поддерживаю. Я за конструктивный диалог, друзья мои. На этом все. Ставьте лайк, если хотите увидеть продолжение аналитики по другим танкам, тяжелым, средним, ПТшкам, по всякой кавалерии, штурмовикам, да и прочим. На этом все. Спасибо за внимание и пока-пока.